Алина Делис. Сегодня приготовим вкуснейший цельнозерновой батон. Что может быть лучше за аромат свежеиспеченного хлеба на кухне? Конечно же, ничего. Надеюсь, вам очень понравится данный вид рецепта, и вы будете радовать себя и своих близких. А вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и обязательно клацайте колокольчик. Итак, приступим к приготовке теста для нашего будущего хлеба. Для этого нам понадобится 100 мл теплого кефира, 100 мл теплой воды, оливковое или подсолнечное масло 10 грамм, цельнозерновая мука 100 грамм, но если у вас не будет цельнозерновой муки, вы можете добавить обычную пшеничную, 300 грамм обычной пшеничной муки, 20 грамм сахара, 6 грамм соли и 3 грамма сухих дрожжей. Если у вас свежие дрожжи, то это 8 грамм. И нам понадобится, у меня это планетарный миксер. Вы можете, если у вас нету планетарного миксера, вы можете спокойно замесить тесто руками, просто понадобится немножко больше времени. В чашу для миксера мы выливаем кефир теплый, подогретый слегка. Высыпаем туда наши дрожжи, соль, сахар. Добавляем воду. И добавляем немного оливкового или растительного масла. Все необходимо перемешать. Затем сюда мы добавляем одну и вторую муку. Одна мука и вторая мука. Еще раз повторю, если у вас нету цельнозерновой муки, вы можете заменить обычной. Поставляем в насадку крюк для замешивания теста и замешиваем тесто. Пока тесто замешивается, можно смотреть, если что, можно добавить немножко тепленькой еще воды, чтобы консистенция теста стала более мягкая, эластичная. По желанию вы можете добавить в тесто семечки. Это могут быть семечки подсолнуха, тыквенные семечки, кунжутные, льняные. Давайте посмотрим наше тесто. Руками его соберем. Смотрите, какое получилось мягкое, не липнущее к рукам тесто. Затем возьмем мисочку, добавим немножко масла, можно любое, оливковое, подсолнечное. И положим наше тесто для дальнейшего подъема, увеличения. Тесто должно у нас увеличиваться в 1,5-2 раза. Его можно оставить подходить при комнатной температуре, в тепле. Я для этого поставлю для его увеличения в духовой шкаф, нагрею до 50 градусов, выключу и поставлю его там подходить. Также тесто можно оставить подходить в холодильнике при 5-7 градусах на 10-24 часа. В холодильнике его так можно хранить 48 часов при одном условии, что ежедневно вы будете его обминать руками. И так оно может храниться. Если вам надо испечь хлеб очень быстро, вы его просто можете поставить в тепло, он подойдет у вас, и в дальнейшем будем печь хлеб. Ставим его на расстойку. Вот смотрите, как наше тесто в тепле очень хорошо подошло. Открываем его. Смазываем руки маслом. Смотрите, какой он воздушный. Чуть-чуть обминаем. Делим тесто на 2 части. Одну пока приберем. У нас получилось тесто. Затем произвольно руками, можно скалкой, но я это руками сделаю. Распределяем такой прямоугольник.
Растягиваем тесто и берем, сворачиваем так к середине и защипляем край. Переворачиваем, формируем такой как небольшой батончик, выкладываем на противень. То же самое делаем со вторым кусочком. Тесто мягкое. Зажимаем. Формируем тоже такой небольшой батончик. Так же самое выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Затем наши хлебушек и батончики мы смазываем молоком, можно просто смазать водой. Можно сверху так же само посыпать разными семечками, кунжутными, льняными семечками подсолнечника, тыквенными семечками. Я ничем не буду посыпать, просто будут чистенькие. Хорошо смазали. И ножиком делаем такие борозды, надрезаем хорошей глубины, где-то до сантиметра. Когда тесто сейчас будет еще у нас подходить, они у нас откроются. Так. Второй. Накрываем наши заготовочки полотенчиком и оставляем на расстойку где-то на 1,5-2 часа, чтобы наш хлеб увеличился в размере. Теплое место. Посмотрите, как хорошо подошел наш хлебушек. Он увеличился в размере, стал гораздо больше. Теперь мы его ставим в духовку, заранее разогретую до 160-170 градусов. Выпекать будем на режиме вверх-вниз, без конвекции, только вверх-вниз. Ставим на уровень чуть-чуть ниже среднего в духовку противень. Выпекаем приблизительно где-то 40-60 минут, но это все зависит от духовки. Ориентируйтесь по своей духовке, как она у вас готовит. Проверяем, потом можно шпажкой проткнуть. Если у вас есть термометр кулинарный, то вы можете проткнуть. И мякиш, температура мякиша должна готового хлеба быть 96-97 градусов. Значит, тогда это готовый хлеб. Ну все, ставим наш хлебушек в духовочку. Вот такой хлебушек у нас получился сегодня с вами. Он еще горячий, только с пылу жару. Аромат на кухне потрясающий. Ложим его на решеточку до полного остывания. Затем его будем разрезать ножиком. Обязательно готовьте. Думаю, вам очень понравится. Самый вкусный хлеб — это только домашний хлеб. Всем приятного аппетита! Вот такой хлебушек у нас получился сегодня с вами. Он еще горячий, только с пылу жару. Аромат на кухне потрясающий. Ложим его на решеточку до полного остывания. Затем его будем разрезать ножиком. Обязательно готовьте. Думаю, вам очень понравится. Самый вкусный хлеб — это только домашний хлеб. Всем приятного аппетита!